сегодня такое информационное, я бы сказала, видео для тех, кто готовится получить права в США. Я скажу на примере Калифорнии, как это происходит. Я думаю, что в остальных штатах происходит все аналогично. Итак, сначала вы должны пройти два теста на компьютере. Знание правил дорожного движения и второй тест – знание знаков, дорожных знаков. Когда у вас будут пройдены эти тесты, вы можете все пройти в один день, и эти два теста, и сам тест на вождение можно разделить. Я, например, разделила. Я сначала сделала два теста, получила вот такой документ, и имея этот документ, имея на руках грин-карт, страховку на машину, куда вы вписаны, регистрационную карточку на машину, куда вы тоже вписаны, вот эти все документы вы приносите на тест вождения. Сначала, в самом начале, вот мы записались онлайн и приехали к определенному времени. И ровно, вот мы записались в 9:30, ровно в 9:30 начался мой тест. Утра, естественно. Сначала идет проверка систем безопасности автомобиля. Сигналы поворота. Turn signals. Сначала вас попросят, ну, например, вот как меня попросили, показать левый сигнал поворота. Left. Right. Сигналы поворота. Turn signals. Стоп-сигнал. Стоп-сигнал мы показываем, нажимаем педаль на тормоз, и инструктор заходит сзади машины и проверяет сигнал стоп. Ножной тормоз по-английски называется foot brake. Стоп-сигнал по-английски называется brake lights. Brake lights. Ручной тормоз. И вы просто показываете рукой, где он находится. Называется он emergency brake или parking brake. Parking brake. Emergency brake. Дальше. Звуковой сигнал автомобиля. Horn. Horn. Дальше вас попросят показать ручные сигналы поворотов. Называются они arm signals. Arm signals. Left. Прямая рука в сторону, в левую. Согнутая вверх рука. Right. Правый поворот. Рука согнутая, но опущенная вниз в локте. Это замедление или остановка. Slow down or stop. Slow down or stop. Дальше. Дворники. Дворники у меня находятся с правой стороны у руля. Нажимаем один раз, показали. По-английски называется windshield wipers. Windshield wipers.
Дальше вас попросят показать обдув или обогрев, еще называют, переднего и заднего стекла. Называется по-английски это defroster. Defroster. У меня находится на панели управления. Defroster. Я просто показываю вот это переднее, и здесь рядышком кнопочка у меня задняя. Включать не обязательно, просто показать даже пальцами, этого будет достаточно. Дальше. Аварийная сигнализация. У меня эта кнопка находится на панели в середине. Вы ее просто показываете, можете нажать. Называется по-английски Emergency Flasher. Emergency Flasher. Дальше. Ближний свет. Headlights. 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 Вы должны включить фары. Но поскольку у меня стоит на автомате, это можно показать, либо переключив фары вот так. У меня на автомате стоит, либо просто нажав. Вот я нажала, ближний свет показала. То есть я знаю, где переключение идет. Вот это все идет словарь, который касается систем безопасности автомобиля. Но также вам потребуется дополнительный набор, скажем, словарь английских слов. Лобовое стекло, windshield, windshield, windshield. Зеркала заднего вида, rear view mirrors, rear view mirrors. Колеса или шины, tires, tires. Бардачок, glove box, glove box. Ремень безопасности или ремни безопасности, seat belts, seat belts. Ну и также вам нужно знать driver seat, там, где сидит водитель, passenger seat, там, где сидит пассажир справа, back seats, это задние сиденья. Ну и окна или стекла, да? Driver window, passenger window. Когда начинается тест, вас попросят опустить driver window and passenger window. Дальше. Когда у вас пройден тест безопасности, проверены все огни и все, что требуется, как тормоза работают и все такое прочее, вы знаете, где что переключается. Следующее. Инструктор садится рядом с вами и вас предупреждает, что он не будет во время этого теста создавать аварийные ситуации для вас или делать такие сложные задания, которые будут провоцировать какие-то аварийные ситуации на дороге. Ничего этого не будет. То есть никаким рискованным поворотом, как это, знаете, в России происходит, поверни там, где очень трудно, и не слови баллы. То есть в Америке этого нет. Задания довольно простые. Проверяется просто ваше умение владеть автомобилем. Итак, вас будут проверять, как вы плавно тормозите. Это очень-очень важно, чтобы не было вот таких вот качков, знаете, вот так вот сбоку, да? Когда вы тормозите, и вот такое идет качание. Вот вы должны научиться так тормозить, чтобы вот таких качков не было. Разгон плавный. Дальше.
построение в правую, в левую полосы движения. И самое важное, вот у меня здесь ошибка всегда происходит. Когда меня просят перестроиться в другую линию, ну, мой страх так работает, я убираю ногу с педали газа. Нужно ехать, ребята, на той же скорости. И обязательно при всех маневрах вы сначала включаете сигнал поворота, потом вы смотрите в зеркало, и потом, если вы перестраиваетесь в правую полосу, вы обязательно должны глянуть через плечо. При всех поворотах направо вы делаете такие движения. Повороты налево, сигнал, зеркало, поворот через плечо. Это обязательно, на это смотрят. Потом, когда вы проезжаете любой перекресток, ну поскольку я сдавала в маленьком городке, там были такие улицы, куда инструктор меня, значит, повез, да, маршрут так был составлен. Улицы были очень маленькие, скорость была 25 миль в час, но встречались небольшие перекрестки. То ли это было примыкание одной дороги, то ли мы пересекали дорогу. Так вот, инструктор будет смотреть, как вы крутите головой на каждом перекрестке. Перед тем, как проехать, если там нет сигнала стоп, вы должны крутить головой. Это обязательно, на это смотрят. Итак, вы должны также такой словарь, чтобы у вас был, чтобы вы понимали. Вот вас будут просить straight ahead, то есть движение прямо. Straight ahead. Stop. Ну, стоп, понятно на любом языке. Turn left. Turn left. Поворот налево. Turn right. Turn right. Поворот направо. Change lane. Change lane. Смена полосы. Прямо еще могут сказать go straight. Движение назад. Go back. Итак, вы должны обязательно соблюдать скоростной режим. Но вот поскольку маленький городок, где я сдавала и где, мне кажется, легче сдавать, скоростной режим только на главной дороге идет 35 миль в час. Так вот, вы должны ехать не 30 миль на этой дороге, а именно очень близко к 35, но не 36. 36 это ошибка и 30 это ошибка. Очень близко к 35. 34, ну 33 еще, знаете, туда-сюда. А так стараться, чтобы вот этот скоростной режим максимально был соблюден. Если скорость 25 миль в час, 20 миль это ошибка, 26 миль в час это ошибка. Дальше. Когда вы останавливаетесь, например, на перекрестке на красный свет, и перед вами стоит автомобиль, как близко нужно остановиться? Нужно остановиться так, чтобы были видны колеса впереди стоящего автомобиля, и чтобы у вас в случае необходимости, если эта машина впереди, которая стоит, или заглохнет, или какая-то проблема с ней случится, чтобы вы могли спокойно вырулить, объехать эту машину. Такой вот принцип. Дальше, когда вас обязательно попросят остановиться у какого-то бордюра, не забывайте сначала включить правый поворот, посмотреть в зеркало через плечо и только потом начать маневрировать к бордюру. И оставайтесь у бордюра, но не дальше, чем 20 сантиметров. Можно чуть-чуть ближе, но лучше вот 20, там 10 сантиметров, ну 30, ладно, еще там, наверное, на это не сильно посмотрят, но полметра это уже не засчитают вам, это будет ошибкой. Задний ход. Вы выруливаете одной рукой, и ваше, как бы, тело, вы держитесь за подголовник
пассажирского сиденья и смотрите назад, и рулите одной рукой. Очень-очень мягко, медленно и плавно вы едете назад. Дальше. При подъезде вот к таким перекресткам, где нет там светофоров, да, но есть, ну, даже нет стоп-сигнала, стоп-знака нет, вот, значит, вы должны подъехать и обязательно посмотреть лево, право, лево. Вот такой вот меня муж научил так. Дальше. Если нет разметки, но это вы знаете, как и в России, у знака стоп, нет вот этой линии, не написано стоп. Значит, ваша машина должна остановиться, нос машины, такая, скажем, условная линия у знака стоп. А если вам не видно дальше, вот как так вот случилось, что вот когда я выезжала из DMV, да, стоит знак стоп и нет вот этой линии. Вы останавливаетесь у знака стоп, и вы вообще ничего не видите, ни справа, ни слева, потому что нужно еще немножко подкатиться. Так вот, остановка обязательная, и потом вы медленно-медленно выкатываетесь по чуть-чуть и проверяете. Слева, потом справа, да, да, слева, справа смотрите, чтобы не было машин, ну, в основном-то слева вас будет беспокоить. И когда безопасно, вы выруливаете и поехали. Дальше. На красный свет можно повернуть в Америке из правой полосы в правую полосу только после полной остановки. Руль. Вы все знаете, что если машина, вы вывернули руль, например, влево, да, повернули, и потом, если вы его отпустите, он сам вернется назад. Так вот, на драйвер-тест нельзя так сделать. Вы перебираете руль обязательно ручками. Вот, показываете, что вы таких вот движений, которые руль сам встает, такие нельзя, это будет ошибкой. Так. И еще будьте очень внимательны, если вы не знаете, например, вот эти дороги в Америке, бывает так, у нас, по крайней мере, в нашем городе есть один перекресток, это вот в Техачепе, значит, у вас одна полоса, встречная полоса, и вот здесь у вас дорога односторонняя, то есть идет дорога только, например, в эту сторону. Вам нельзя поворачивать направо. И в Америке знак не обязательно повесят вот здесь с правой стороны. Знак, который запрещает поворот направо, может висеть по диагонали на другой стороне улицы. То есть внимательно смотрите знаки даже по диагонали. Потому что если вы вот так поедете и не увидите вот этот знак, это будет грубейшая ошибка, потому что вы поедете по встречке. В некоторых местах в Америке вот так вешают знаки, к сожалению. Я, когда первый раз это увидела, сильно возмущалась, но мой муж сказал, ну что поделаешь. И в конце просто скажу, вот расскажу такой случай, почему мне нравится, ребята, мне очень нравится водить машину в Америке. Но то, что дороги классные, это просто супер. Второе, почему мне нравится. Здесь, когда вы сдаете на права, вы не можете купить права. То есть все, кто ездит на машинах, они не могут заплатить взятку и получить права. Они все учат правила. И они все одинаково проходят вот этот тест. То есть люди, вообще тут идиоты, конечно, тоже есть, но таких уж идиотов, которые совсем не знают правила, которые просто купили права в Америке, таких нет. И что мне нравится еще, когда едет машина, например, с сиреной и с мигалками, да, все машины в обоих направлениях, если нет вот этой разделительного, как на фривее, бордюра, ну просто, например, две желтые полосы в центре нарисованы, то в обоих направлениях машины останавливаются и съезжают к обочине. И вот эта вот машина, это может быть, я не знаю, там полицейские едут, может быть пожарные едут, может быть скорая, амбуланс.
все, им уступают дорогу, они могут ехать по встречке, они могут ехать по любому направлению. Вот такое правило. Это просто супер классно, потому что я знаю такой случай, например, в моем городе произошел, где я прожила вот 20 последних лет в России, в Сосновый Бор. На одном перекрестке ехала скорая, везла в реанимацию пациента. Естественно, были включены мигалки, естественно, все работало, и мигалки, и звуковой сигнал был, все это было включено. Но на перекрестке скорая выехала, и с другой стороны, с другой дороги ее сбил водитель. Естественно, авария была страшная, пациент, по-моему, на месте так и скончался. И самое ужасное, виновным признали водителя скорой помощи, потому что по правилам дорожного движения он должен был убедиться, что его пропускают. Представляете? Такой вот маразм существует. Вот мне кажется, это нужно изменить.